Всем привет! С вами снова Елизавета Кировская. И все вы наверняка помните мой влог про Кострому, когда мы ходили с Наташей в музей деревянного зодчества. И буквально на днях я узнала, что у нас в Нижнем Новгороде есть подобное заведение. И сейчас мы пришли сюда на экскурсию вместе с Антоном. Вот тут уже видно такие деревянные постройки. Называется это место музей Щелковский хутор. Какая-то избушка на курьих ножках. Оказалось, это не избушка на курьих ножках, а всего лишь мельница. Толчья столбовка называется. Такая вот она была. Узкая и высокая. Конец 19 века. Смотрите, какие качели были на Руси. Ради одной вот такой вот маленькой возводили вот такое высокое строение. Билет в этот музей стоит 100 рублей с человека взрослый, 50 рублей с ребенка и 300, если брать с часовой экскурсией. Церквушка. Очень старая, зато очень красивая. И чей-то крестьянский дом. Это не дом крестьян, это водяная мельница, которая была привезена сюда из Нижегородской области. На ней работал какой-то мельник, и она была построена на реке. А привезли ее сюда для того, чтобы она была частью экспозиции. Мне кажется, интереснее всего внутри, но дверь закрыта. Может быть, хоть тут открыто. Тоже замок. Зато тут есть окна, и в них можно все увидеть. Но или не все. Тут, видимо, остатки старого моста остались. Пойдем к церкви. Скорее всего, она тоже закрыта. Так, вот уже все кривое. Опустилось. Купола как будто бы новые. Видимо, в церковь не зайти. Она закрыта, ставни тоже закрыты. Решили обойти вокруг. Может быть, хоть где-то можно будет заглянуть внутрь и увидеть. Но нет. Все плотненько закрыто. Все двери на замок. В Костроме, конечно, лучше тем, что там можно в каждое здание зайти внутрь и посмотреть. Хотя бы на крыльцо поднимемся. На ступеньки шатаются. Через замочную скважину ничего не видно. Такое вот длинное крыльцо церкви. Пол шатается с дырами. Ой, как в Костроме огромный замок. Ключ. Посмотрите, как моя рука. Старинная вырезка. В музей Щелковский хутор каждое здание, которое тут есть, все привезено. Не нужно думать, что когда-то именно на этом месте было какое-то поселение. Нет, это все сделано для того, чтобы любой человек смог приехать сюда и посмотреть на культуру Древней Руси. И что касается церкви, это Покровская церковь 1731 года, перевезена из села Старое
Ключище Кстовского района в 1975 году. Мы, видимо, пришли к самому открытию, поэтому нам не везло тем, что все было закрыто. И открыли водяную мельницу, и мы сейчас туда зайдем наконец-то и посмотрим, что же там такое внутри. Если будет необходимость узнать поподробнее, вот нам... Люлька, да? Люлька, как обычно, в углу молитвенник. Ой. Ой, свет включился. Керосиновая лампа. В этом музее успели собрать только постройки из деревень старообрядцев. Это Заволжье, Нижегородское. Комодик. Тут раньше спали. Видимо. Факт. Кто сказал? Я. Здесь спали на палате. На чем? На палате. Ну, над печкой. Над дверью были вот палатный брус. Я вас попросила вернуться. Вот, присмотрите внимательнее, увидите, где заканчивается врубка для досок. Вот до сих пор шли доски палате. Дети спали на палате. А родители на кровати, да? Нет, родители спали на лавке. Это для молодоженов кровать. А. Дом Обуховых. Тоже очень красиво оформлен. Мы сейчас заглянули в дом Обуховых и дальше пойдем в амбары. Здесь вот есть 3 амбара. И в средний амбар есть доступ зайти посмотреть. Амбар коневой. Второй половины 19 века. Вот такой вот он. Маленький. И, конечно же, вход туда тоже очень маленький. Вообще везде в крестьянских избах очень маленькие входы. Это сделано для того, чтобы когда отапливаешь дом или амбар, тепло не выходило. Поэтому приходится всегда вот так наклоняться, нагибаться. Слушайте, тут очень тесно. Амбар коневой. Я не знаю, кони тут были или зерно им. Если кони, то на самом деле это очень маленькие для них. И есть еще 2-й этаж, на который я с удовольствием поднимусь. Я думаю, Антон не поднимался. Блин, я такая глупая. Коневой амбар, это не значит, что там находились кони. Это значит, что там был склад для хранения всего, что предназначено для коней. Эти амбары по соседству. Здесь на 1-м этаже хранились зерновые культуры, а на 2-м этаже сушеные травы, ягоды. В России у многих были амбары, чтобы хранить запасы на зиму. Вот они выглядели как такие мини-домики. Старинная изба, очень классная, вообще она огромная. Посмотрите, все вырезано вручную, все ставни, каемка дома. Вдоль входа все вырезано вручную. Очень здорово. Такой вот старый замок, и чтобы войти в дом, чтобы тебя пустили, нужно вот так постучать. Когда мы от церкви решили пойти к мельнице, нас остановила женщина-контролер, посмотрела наши билеты и как раз повела посмотреть дом Обуховых. Еще она сказала, что сейчас можно посмотреть только амбар, дом Обуховых и мельницу для нас она открыла.
А так весь парк в аварийном состоянии, но зато из федерального бюджета на реставрацию выделили деньги, и уже к следующему лету вы этот парк не узнаете. Он расцветет, его отреставрируют, тут будет очень классно. Везде можно будет зайти посмотреть, поэтому приезжайте следующим летом в этот музей. Наконец-то мы заходим в водяную мельницу. Механизм остался, вот вы его там видите. Снизу в поле дыры там протекала вода, потому что мельница, в принципе, была установлена на берегу реки. Тот механизм крутился и этот механизм, следовательно, зерна перемалывались. Тут какие-то картинки старые есть, фотографии. Фотографии мельника. Бочка. В таких хранили зерно. Колодец, походу. Это, да, колодец с огромным колесом, чтобы видно, чтобы было удобнее качать воду. И вот такое огромное ведро. Я прямо горжусь нашими предками, потому что они столько всего могли мастерить своими руками, ведь это все сделано руками человека. Особенно вырезанные ставни у домов — это целое произведение искусства. Ну и, как я говорила, это колодец со ступальным колесом, конец 19 века. Какой-то весь убогий домишко, без окон. Зато вон какой фундамент кирпичный. Что же это такое? Верховой овен. Верховой овен. Овны использовались для подсушивания снопов зерновых перед обмолотом. Полдома. Антон, ты тоже видишь полдома? Такое чувство, что это полдома. Антон говорит, нет, я все-таки думаю, что да. Вау, еще одна церквушка. Обратите внимание, купол. Тоже деревянный, сделан вручную. И вот этот вот бортик тоже очень красивый. Есть окна, сейчас попробуем посмотреть внутрь. И да, вот все, что мы можем увидеть внутри этой церквушки. Иконы я не вижу. Такой вот вход, как обычно, старинный замок. Огромный-огромный. О, и в щель даже кое-что можно увидеть. Это Покровская церковь 1672 года, перевезена из села Зеленое Городецкого района. Наше мини-путешествие по парку Щелковский хутор подошло к концу. Надеюсь, вам было интересно вместе с нами перенестись во времена Древней Руси, посмотреть, как жили раньше наши предки. И я советую вам самим посетить этот парк следующим летом. И также не забывайте о поездке в Кострому для посещения Костромской слободы. А с вами была Елизавета Кировская. До новых встреч. Пока!